Добрый вечер, дорогие друзья, медоеды, серферы, бездельники, девианты, в общем, все, кто нас смотрят. Начинаем наш итоговый эфир с Ильей Кусой по международке, международные отношения, все, что с этим связано. Ну и, знаете, проблема каждого, вот начало каждого эфира всегда вот придумать, как войти в эфир, как войти в тему. Ну, если там, не знаю, какое-то не произошло глобальное событие, там, или там какая-то авиакатастрофа была, там, или, кстати, сегодня тоже и в Южной Корее, и в Канаде еще 2 авиакатастрофы произошло. И у тебя есть повод для того, чтобы вот занырнуть, да? И в нашем случае нам помог Дмитрий Гордон, потому что вот 2 эфира уже прошло, и мне все пишут, что вы думаете по поводу Гордона, что вот он сказал, что завтра будет перемирие подписано там, или заключено, или просто вот Алола шлется без каких-либо бубах. Ну, я не знаю, что там говорил, но тезис в том, что вот завтра остались сутки, и завтра, значит, все, вот одномоментно все закончится. И что? Вот возникает вопрос, что люди ожидают? Вот почему они думают, что даже если завтра будет остановлены обстрелы, там, да, будет какая-то подморозка по огню, то это же вообще ничего не закончит с точки зрения тех больших процессов, в которых участвует Украина, которые идут вокруг Украины. Ну и всегда нужно задаваться вопросом, качественно что изменилось. То есть вот исчезли ли субъекты с их мотивациями, исчезли ли их ресурсы, исчезли ли люди, десятки, сотни миллионов людей, которые участвуют в этой ситуации конфликта там, и так далее, и так далее. Вот как сейчас в Сирии, там, да, Башара Асада убрали, вот, ну все, тиран как бы исчез, а проблемы ж никуда не делись межконфессиональные, и мы видим, как там уже пошли разборки там и все остальное. Что ты на это счет думаешь? Насчет Гордона? Да. Ну, насчет заявления по поводу перемирия. Ну, я о нем вообще не думаю, я об этих заявлениях в принципе. Ну, это ж каждый год происходит. Он делает какие-то заявления, там они громкие, их обсуждают, но это ни к чему не приводит обычно. Ну, осталось же сколько, вот сейчас уже вот 9 часов, завтра уже вот должно произойти что-то большое, да, как по его словам. Ну, посмотрим. Я не понимаю, что должно произойти. Ну, потому что, тебе хочется, просто вижу, тебе просто хочется сказать, что ничего не будет. Да. Но это ж в данном случае, если ничего не будет, получается, моя формула работает. Вот, то есть, если я скажу ничего не будет, то получается мой прогноз оказывается точнее, чем прогноз Гордона. Понимаешь? Поэтому да, я думаю, что ничего не будет. Может быть, я ошибусь завтра, и там просто произойдет что-то. Я просто не пойму, что может за день. И тебя разопнут. Не, ради бога. Я просто не понимаю, что может за день произойти, чтобы остановилась война. Ну, горячая фаза войны, как он говорит. То есть это либо должен, соглашения не подписываются за один день, такие утром все проснулись, с кондачка такие, давайте быстренько подпишем. Тем более в каком-то... Ведь Новый год скоро. Конечно, под елочку, типа подарок, давайте просто подпишем. И все такие вокруг, и русские тоже такие, давайте, подарок всем сделаем. А наши такие говорят, 1 января день рождения Степана Бандеры. Да. Это же типа вот... 1 января возобновим. Да. Вот, потому что... то есть, я не знаю, это, во-первых, так не работает, во-вторых, если подписывать соглашение, его надо готовить, для этого нужны контакты, хотя бы, и неформальные, и формальные, то есть официальные тоже, а у нас администрация Трампа, которая, как я понимаю, будет в этом участвовать, потому что без нее, без США прекращение огня невозможно, так как Россия только со Штатами хочет говорить. Она до сих пор, это будет какой-то новый уровень дипломатии, такой бесконтактный, знаешь, то есть, типа, мы подписываем соглашение, но ни разу не встречались лично, кроме Зеленского, наверное, там, в Трамп Тауэр, а так мы, бесконтактная дипломатия, может быть, это будет новый вид дипломатии, он будет изобретен завтра. Вот, я буду очень удивлен. Либо это должен быть, я не знаю, за один день может обвалиться фронт полностью, и у нас будет Сирия стайл. Вот. Но даже в Сирии это заняло 10 дней, понимаешь, не один день. Вот, поэтому, я, надеюсь, что нет. Потому что в таком случае вопрос, почему... Зачем Путину надо что-то подписывать, ему наоборот надо до инаугурации Трампа потянуть. Плюс я не вижу таких сигналов, что у нас настолько все плохо, что сейчас вот за один день все обвалится, это вообще невозможно. Плюс все, то есть я даже не буду на этом спекулировать. Вот, поэтому я ничего не жду. Как всегда, я ж
Стабилен. Да, я стабилен, и здесь моя формула, я считаю, она будет работать, так что пользуйтесь. Ну вот, такой лаконичный ответ. Давай теперь опустимся ну, собственно говоря, вот в рамки переговоров, там, да, значит, Чарап выдал на гора 24-го очередную статью. Самуэль Чарап, напомню, аналитик Rand Corporation. Традиционно зрадник, ну как бы, как все, как все аналитики, там Rand Corporation, Atlantic Council, значит, Heritage Foundation, кто там еще, Brookings Institute, это, значит, там все сидят зрадники. Вот. Но, тем не менее, Rand Corporation есть Rand Corporation, и вот Чарап написал большую статью 24 декабря, посвященную заключению перемирия и вообще рамкам перемирия. И вот там есть раздел «Общение – это ключ» называется. Вот. И он там говорит следующее. Помимо определения основных элементов регулирования, США нужен план, как к нему прийти. Первым шагом для... Это кстати, опять-таки, ответ на вопрос, вот то, что Илья говорил, по поводу того, что переговоры там, не начинаются там, за один день, там, то вот он как раз архитектуру переговоров прописывает. Первым шагом для Вашингтона является начало диалога с Киевом и союзниками США об Эндшпиле. Удивительно мало времени было уделено этому вопросу с начала войны. Действительно, до сих пор многие высокопоставленные американские и европейские чиновники считают его второстепенным приоритетом. В декабре новый генеральный секретарь НАТО Марк Рюте заявил: нам нужно провести эти дебаты, но в ближайшем будущем самое главное доставить военную помощь в Украину. Этот подход необходимо изменить. Предстоят переговоры, официальные лица США и Европы должны быть готовы к ним. Подготовка к переговорам и достижение консенсуса по общему подходу займут время и должны начаться немедленно. Вклад Украины будет иметь решающее значение. Без советов от США и их союзников Киев выдвинул нереалистичные идеи по прекращению войны, такие как план победы Зеленского, объявленный этой осенью. Украинскому президенту и его команде было бы полезно регулярно взаимодействовать со своими западными коллегами по вопросам дипломатической стратегии, чтобы избежать такого рода диссонанса. Ну, то есть, по сути, он пишет, что это все неадекватные как бы были инициативы. Следующий шаг. Открытие каналов связи с Россией. Регулярного диалога между Москвой и ключевыми западными столицами не было с начала полномасштабного вторжения. Чтобы переговоры имели хоть какой-либо шанс на успех, обмен мнения, даже без ожидания достижения соглашения, должен стать правилом, а не исключением, как сейчас. В этом отношении назначение Трампом Келлога спецпредставителем по войне представляет собой значительную возможность, поскольку его можно использовать, чтобы уговорить Путина и назначить российского коллегу. Это значительно облегчило бы взаимодействие с Москвой. На данный момент никто в Кремле, похоже, не имеет полномочий вести переговоры по этим вопросам. Наконец, до начала реальных переговоров США должны продвигать меры по деэскалации. Два таких усилия уже на столе. Соглашение при посредничестве Турции о недопущении ударов по гражданскому судоходству в Черном море и соглашение при посредничестве Катара о недопущении ударов по энергетической инфраструктуре. Тексты обоих соглашений были в значительной степени завершены, но ни одно из них не перешло финишную черту. Натиск со стороны Вашингтона мог бы помочь. Дополнительно такие меры могли бы включать обязательство не наносить удары за пределами определенного расстояния от линии соприкосновения, обмен военнопленными по принципу всех на всех, в отличие от нынешней практики, обмена только равным и ограниченным числом пленных, и обещание не участвовать в дальнейших рейдах через районы международной границы, которые по обе стороны все еще признаются таковыми. Эта последняя мера исключила бы еще одно наступление на Курске, а также любые попытки России создать буферную зону в Сумской области Украины, которая граничит с Курском. Если некоторые из этих шагов начнут приносить плоды, консультации могут начаться по нескольким направлениям. В дополнение к двусторонним контактам между Киевом и Москвой может быть создана контактная группа с участием Украины, России, ключевых западных держав и, возможно, Китая. Отдельно, параллельно могут начаться диалоги по вопросам США-Россия и НАТО-Россия. Ну вот, собственно, логично. Да. Не, мне кажется, это то, что раздражает в нем у нас, что он очень утилитарно подходит к нашей войне, ну, к размышлению о нем. Хотя я считаю, что не стоит не обижаться на него, не проклинать его никак, потому что то, что он делает, это классическая аналитика в чистом виде. То есть он просто, он перебирает варианты, исходя из логики базовой, не исходя из эмоций каких-то.
Понятно, у него не может быть эмоций, он не украинец, и Он не, не в ситуации. не россиянин, он не в ситуации, но с другой стороны, это, ну, это правильно, это так, как аналитик должен делать. Ну, то есть, если он не пропагандист, он не исполняет эту функцию, то он должен, конечно, ну, как бы какие-то просто, то есть, по сути, все, и в этом это то, что американцы умеют хорошо делать. То есть, просто логично описать варианты, как они есть. Вот у него был доклад в соавторстве в июле 23 года, его опубликовали тоже в РЭНД, я не помню, как он назывался, по Украине конкретно посвящен, и он там тоже, они перебирали сценарии. Очень разные сценарии, как может завершиться война, там полная победа, перемирие, политическое урегулирование. Там тоже очень все было вот прям максимально написано, вот очень, ну, как это, прямо, да, то есть вот там он писал там черным по белому, что, например, возвращение всех территорий оккупированных силовым путем, оно, ну, по его мнению, оно скорее будет бременем для Штатов, чем какой-то супервыгодой, потому что, во-первых, Россия может решиться использовать ядерное оружие, а это фактор риска, который, по их мнению, надо Штатам избегать, так как он несет, ну, непредсказуемые последствия, а, соответственно, ну, вещи, с которыми Штатам придется как-то их менеджить, это невозможно. А во-вторых, эти территории, ими будет сложно, они считают, что Украина не готова ими управлять, потому что, ну, ввиду экономической ситуации сложной, ну, то есть, то, на что они намекали там, это то, что Западу придется платить больше за эти территории, ну, за управление этими территориями, Крым, Донбасс. Потому что мы же понимаем, что, ну, мы сейчас как бы на сколько там процентов зависим от западной военной помощи. Ну а если нам придется еще как бы менеджить, управлять, то есть по сути реинтеграция и реинтегрировать оккупированные территории, это дополнительные издержки, которых они, по мнению Чарапа, надо избежать. Они должны избежать. Вот, то есть это его, опять же, можно его критиковать, конечно, можно не соглашаться с ним, это нормально, но я там, например, против критики просто за то, что он там себе посмел такое помыслить, это бред. Аналитики, они так и делают. Я считаю, что у нас тоже, если идет аналитическая дискуссия, надо вот ее так вести, как бы это неприятно не было. Главная претензия к нему заключается в том, ну я вот один из таких самых распространенных контраргументов, это что он вот, ну как, он считает, что война в Украине была вызвана не только, ну, как бы, не только лишь под решением Путина, его какой-то там идеологией, а в том числе действиями самих стран НАТО. Что в свое время, когда они расширялись, и вот эти их вот, ну, двусмысленные намеки на членство Украины в НАТО, они тоже спровоцировали Россию. И у нас с этим очень многие не соглашаются. Я считаю, что это дискуссионный вопрос, то есть нельзя, я здесь с ним полностью не могу согласиться, нельзя, ну, нельзя утверждать на 100%, что вот как бы если бы НАТО там по-другому коммуницировало наше членство, Россия бы никогда не напала. То есть я не уверен в этом. То есть тут все-таки и в России, мне кажется, идеология их, которая их подтолкнула к этой войне, она играет большую роль, чем только НАТО. Расширение НАТО, мне кажется, было фактором, который повлиял на их решение, но мне кажется, не самым главным. Его можно учитывать, но опять же, я бы не придавал тому такого большого значения, как он придает в своих анализах. Но это все. Но я не считаю, что это какая-то зрада или какая-то чуть ли не работа на Москву, как некоторые, ну, совсем радикально утверждают, что чуть ли он не деньги получает от них. Ничего тут нету, тем более, что то, что он предлагает вот в этой конкретной статье, там две системы гарантий безопасности, так там ничего зрадного нет. Он предлагает то, что мы вообще-то хотим. Там одна система — это договор двусторонний США-Украина по примеру Израиля и Южной Кореи. Так это вообще-то то, о чем мы мечтаем. И второе, это вообще идеально. Да, то есть и второе — это вступление в ЕС. Ну, это такое, знаешь, это типа, вот если, мол, не будет НАТО, не будет двустороннего договора а-ля Израиль, Южная Корея, хотя бы Украина может вот вступить в ЕС, и там в ЕС есть пункты, которые касаются взаимопомощи. Это не 5-я статья НАТО, но там действительно есть пункты, которые обязывают стран-членов ЕС друг другу помогать в случае, если они подвергаются опасности. И он там считает, что хотя бы вот это минимум, вот хоть какая-то гарантия. Понятно, что, наверное, не то, что мы хотим, но хоть какая-то. Мы будем интегрированы в структуру, которая там, ну, обязана как-то помогать. Как-то помогать, мы понимаем, что это, скорее всего, будет, ну, опять же, военная помощь. Там вряд ли все прям побегут отправлять все свои войска.
Вот. И ну, я не вижу здесь ничего зрадного. Абсолютно, опять же, эти два варианта, да, это одни из сценариев, которые вполне вероятны при разных обстоятельствах. Я, наверное, считаю сейчас, конечно, ну, мы еще посмотрим, когда Трамп придет к власти, но я там считаю с нынешнего момента, что первый сценарий, вряд ли Трамп захочет с нами подписывать такой договор, как с Кореей и Израилем, потому что в его системе мира мы неравноценны Израилю и Южной Корее. Но посмотрим, что будет в следующем году. Ну, в его системе мира равноценный это тот, кто способен оплачивать свои желания. Да, плюс я вижу, что в команде Трампа все-таки, ну, не будем скрывать, есть негативные эмоции по отношению к Украине у некоторых людей. Ну, то есть такое. Но позитивная новость заключается в том, что проклятие Украины работает. Да. Потому что мы видим, как сейчас Маск с Рамасамби увязли в беспощадной битве с Магой, значит, с активистами Маги. Ну, По поводу виз. Но Трамп встал на их сторону. Он же сегодня написал, что... Да, но те, кто не в курсе, я краткий в контекст веду, что в течение последних нескольких дней разгорелся конкретно такой вот жесткий срач, как бы в украинском, чтобы очень нам понятно там, да, потому что когда ты читаешь, то это все напоминает как бы вот бессмысленные, беспощадные битвы у нас, где, значит, Маска обвинили в том, что он потакает, значит, профессиональным вот этим визам H1 или как она там называется, да. Которые дают, ну, профессионалам, там условно программисты там какие-то. Типа рабочих виз, типа для рабочие, специалистов высококвалифицированных. Да, рабочие визы для высококвалифицированных специалистов. Ну и Трамп, в общем-то, и Маск сказал, что типа нам эти ребята нужны, поэтому их наоборот там нужно максимально затягивать. А МАГА это вот радикальное, как бы консервативное крыло республиканской партии. Они начали крыть Маска, на чем свет стоит, вспомнили его и мигрантское прошлое. Потом там одна из активисток обнаружила, что и начала вываливать, что на предприятиях Маска работают индусы там и еще там всякие иностранцы за половину цены, которую могли бы там, которую платят американцам. И, собственно, они нарушают тем самым вот этот подход, который сам Трамп исповедует. В свою очередь Маск начал банить их на Твиттере, потому что они все там на Твиттере сидят. У некоторых есть аккаунты там по 1,5 миллиона подписчиков с монетизацией. И он начал им просто ограничивать монетизацию, начал вырубать, значит, их аккаунты. И они в свою очередь накинули там, что это нарушает свободу слова, да будь ты проклят, и это значит как бы водоворот этот затягивает все больше и больше, да. Вот, для республиканцев и всех, кто за этим наблюдает. И, в общем-то, показывает, что нелегко будет Трампу вообще вот с такой разношерстной командой и с такими как бы различными сегментами его электората, где есть, ну, откровенные идиоты, а есть, собственно говоря, вполне здравомыслящие люди. Да. Ну, видишь, он прислушивается пока к нему. Да. Потому что в 2016 году Трамп говорил прямо противоположное по поводу этих виз. Он их тоже критиковал сейчас как-то. Ну, опять же, это мы знаем. Мы знали и знали о том, что Трамп будет корректировать какие-то свои заявления и политику, потому что ему надо будет со всеми договариваться. Ну, невозможно. Тем более радикальное крыло трампистов, ну, они выдвигают вещи, которые невозможно реализовать в Штатах без острого конфликта. А зачем это Трампу? Ну, он же как бы хочет, ну, так сказать, он претендует на то, чтобы его президентство вошло в историю, ну, как успешное, а не наоборот. Поэтому, ну, я не вижу ему смысла потакать прям всем желаниям своих сторонников, особенно вот самых радикальных. Поэтому, да, тут Трамп будет смещаться к центризму во многих вопросах, особенно если он доверяет Маску пока что. То есть Маск имеет на него какое-то влияние, а Илон Маск, он же далеко не какой-то радикал-консерватор-трампист. У него по некоторым вопросам либеральные достаточно взгляды. По некоторым нет. Ну, короче, то есть тут будет игра внутренняя. Вот. Поэтому, да, для нас это все еще, я считаю, администрация Трампа, как она будет вести себя по отношению к нам, это все еще, конечно, во многом, я считаю, сфера неизвестного, потому что, ну, сейчас вот, ну, заявления, которые мы видели, это они говорят о том, что, скорее всего, никаких договоров с нами подписывать Штаты не будут. То есть нам гарантии безопасности Штаты не дадут.
но они будут нам помогать, то есть они сохранят ту помощь на том уровне, которая она уже была в этом году. Я не думаю, что будет резкое сокращение, и помощь эту будут пытаться перекидывать на европейцев. И вот здесь, и мне кажется, на что нам надо обращать внимание в следующем году, это на Европу. И что меня беспокоит, какой тренд меня беспокоит, это рассинхрон между европейскими политическими элитами, которые в принципе соглашаются с идеей взять на себя часть бремени по финансированию Украины, и гражданами европейских стран, которые с этим не всегда соглашаются. И этот год же нам показал то, что происходило в Румынии, во Франции, например, и в Германии, то, что сейчас происходит. Это вот эти вот тревожные звоночки, которые нам показывают, что есть серьезный диссонанс между элитами, которые к нам настроены более-менее, можно сказать, они нас поддерживают, то есть нету каких-то серьезных брожений, хотя там, были разные заявления, но тем не менее, и людьми, которые голосуют все чаще за политические силы, которые... Предлагают простые решения. Да, и которые стоят на позициях, близких к Трампу. То есть позиции типа давайте закрываться, решать свои проблемы, а Украина это дело второе. Да. И вот это меня больше беспокоит. И я думаю, вот это будет ключевая история в следующем году. Даже не Штаты, а потому что от Европы все зависит. Если Штаты перекидывают на Европу часть финансирования, связанного с нашей войной, а в Европе будут политические лидеры, например, избранные, которые не захотят финансировать, и они могут спокойно принять решение, что, извините, мы не можем. А у нас ждут в Германии выборы. АФД, например, которую Маск поддержал. Да, которую сейчас они тянет очень сильно через соцсети. У нас ждут потенциально, не знаю, что будет во Франции, потому что там же ситуация очень, очень трудная для Макрона. Опять же, там непонятно, что будет в Румынии все еще, но, опять же, Румыния тоже очень хорошо все показала. И у нас еще должны быть где-то выборы, я уже не помню. В Польше будут? Президента. В Польше президента весной. То есть, понимаешь, складывается ситуация, то есть вот в Европе вот этот тренд, это то, зачем надо следить, на мой взгляд, в следующем году. Потому что этот год он четко показал, что есть вот реально проблемы в отношениях между властью, то есть теми элитами, которые сейчас есть в Европейском Союзе, и людьми, которые не хотят по той или иной причине их видеть при власти и часто устраивают протестное голосование, типа как в Румынии. Вот эта история в Румынии, это тупо протестное голосование за какого-то кандидата, лишь бы сказать элитам нет. И так вот он выскочил на первое место, и теперь они не знают, что с этим, не знали, по крайней мере. Были очень странные вот эти телодвижения с судом, то отмена результатов, то не отмена. Вот, поэтому вот это я бы на это обращал внимание. Это просто будет касаться нашей долгосрочной стабильности. Потому что прекращение огня это все хорошо, но нам же надо понимать, что будет потом. То есть прекращение огня наступит и какая будет конфигурация к нему привязана. То есть какие деньги будут подвязаны к периоду после прекращения огня, чтобы не было ситуации, при которой... Как Сирия сейчас. Да, на прекращение огня, супер, и все такие, все, а теперь мы можем сократить помощь максимально, там кто-то не может, кто-то сказал, ой, нам надо, там мы не можем выделить, ой, тут там отменили решение, тут пересмотрели, и в итоге у нас на вот этот вот период прекращения огня будут максимально там, минимальная помощь, что очень сильно ударит, как по мне, по нашей способности как раз восстанавливать экономику, а без восстановления экономики невозможно восстановление развития военного потенциала и, соответственно, подготовки к следующей войне, и невозможно переобустройство государства, потому что нужны ресурсы. Я не уверен, что западные страны будут долго финансировать не только, то есть одно дело финансировать войну, как вот в том числе в большой геополитической игре, в этой логике. А другое дело финансировать модернизацию украинского государства. Это, во-первых, два разных чека, а во-вторых, я не уверен, что по второму захотят вообще в это вкладываться так долго, без каких-либо понимания, и так далее. Ты знаешь, я сейчас дочитываю эту Кристину Шпор, которая написала книжку про 1989 год. Такая очень хорошая фундаментальная книга, она там кучу призов взяла. И там вот есть момент интересный, когда 13 июня, по-моему, 1989 года приезжает Буш 13 он был в Варшаве, Буш старший, а потом он поехал в Венгрию.
И он, короче, приезжает в Венгрию, в Польшу приезжает, и там его встречает Войцех Ярузельский, значит, встречает Валенса, короче, встречают все, потому что у них там как раз и шли круглые столы там вот эти вот, в рамках которых они там пытались договориться по поводу Польши, транзита Польши. И вот самая главная проблема, с которой как бы столкнулся Буш, это то, что они вдруг поняли, что это надо теперь все финансировать и тянуть. И они поняли, что у них нет денег, и они вообще не понимают, с каких фондов все это финансировать, потому что Валенса предложил план 10 миллиардов, вообще не вступая там в переговоры там с кем-то на Западе, вот просто они нарисовали, что откуда-то нарисуется 10 миллиардов долларов, которые сейчас Польша получит, вот эта вот советская Польша еще на тот момент получит для того, чтобы войти нормально в транзит. А у них там была уже полная задница в тот момент, потому что цены там резко подскочили на все, включая топливо, и реально в стране экономика просто разваливалась. Значит, он приезжает, после этого едет в Венгрию. В Венгрии повторяется все то же самое, но там было более оптимистично, потому что Венгрия, она сама по себе была в этом в СЭВе, как бы в советском блоке она была наиболее такая демократизированная, и там даже частная собственность была разрешена там по ряду аспектов, то есть они там и производили сельскохозяйственную продукцию частными хозяйствами. Вот. Но они вдруг увидели, вдруг для себя поняли, что сейчас вот этот расползающийся лагерь, который контролировал Советский Союз, он начнет требовать ресурсы, а у них ни в Европе, ни у американцев нет ответа, за счет каких фондов это все дело финансировать. И потом это все решалось в таком хаотичном порядке. Ну, они решили это путем интеграции этих стран, потом там внутри ЕС они уже получали и до сих пор получают деньги. Венгрия до сих пор является одним из главных бенефициаров европейского бюджета с европейских фондов. Это же как бы, и они до сих пор получают эти деньги, то есть их как бы датируют в каком-то смысле. У Запада есть финансовые ресурсы. Просто вопрос в том, что они не будут. То есть, опять же, война это одна история, но дальше все, что касается не военных дел, то есть не того, что угрожает непосредственно Европе, европейской безопасности, то есть то, что связано с внутриукраинским развитием, здесь они не будут давать деньги просто так, по крайней мере без привязки к каким-то четким пониманию, что тут будет. То есть что тут строится, значит, на каких принципах будет строиться там, послевоенное государство или межвоенное, не знаю. Какие будут институции тут приоритизироваться и развиваться. Какой будет конфигурация власти. В целом, я не про персоны, а вообще в целом. То есть отношения внутри, то есть как будут поделена власть так, чтобы она оставалась в долгосрочном плане стабильной. Это то, что им выгодно. Потому что сейчас, например, если ты почитаешь публикации разных статей в западных, они считают, что у нас демократия ослабевает. А демократия в их понимании это же не просто там права и свободы, это институции. То есть они считают, что власть слишком сконцентрирована там в одном месте, и это потенциальная угроза. То есть, учитывая войну, они, например, могут там говорить, что мы понимаем, понятно, что там война, все такое. Это такие чрезвычайные обстоятельства, но с другой стороны они постоянно, и я могу подтвердить, и в частных разговорах постоянно говорят, что этим надо заняться. То есть вопрос распределения политической власти, он должен быть решен, потому что иначе они не хотят давать деньги под проект, который, например, может быть в долгосрочном плане там, неуспешным, токсичным, авторитарным, коррумпированным и так далее. Вот, поэтому вот на это здесь у меня пока большие сомнения, будут ли они автоматом давать деньги. Автомата не будет вообще никакого. Поэтому нужно разделять эти два момента. То есть война и невоенные проекты это абсолютно два разных, и тут будет абсолютно разный разговор. То есть если по военке у нас налажены какие-то вопросы, каналы коммуникации, форматы сотрудничества и деньги, я думаю, здесь их никто не сократит до нуля это. То вот по второму здесь у нас пока что я не вижу серьезных разговоров. И на следующий год, если действительно следующий год будет годом прекращения огня. А ты вообще насколько ты в такой градации от 0 до 100, 100%, как бы 100%, что будет, 0, соответственно, ничего не будет. То есть вот ты бы какую сделал ставку на то, что в следующем году конфликт будет закрыт? Процентов 60.
Мгм. 65, да, где-то так. То есть я считаю, что вероятность высокая. Но я, конечно, я опираюсь в первую очередь на внешнюю рамку международную. Я в начале года говорил, в середине года говорил, что у нас, то есть формируется рамка. Вот начиная с первого саммита мира летом, было ясно, что вот рамка переговоров международная, она начала формироваться. Вот она сформировалась. Все. То есть вот к концу года мы подходим, в принципе, с рамкой, которая есть. Есть готовность к переговорам, есть желание переговоров со стороны внешних игроков, есть формат. Вот я думаю, что это будет, я думаю, что будут разные форматы именно самих переговоров. Там будут официальные, неофициальные, но я думаю, что они будут прогонять это все через второй саммит мира. Где будет какая-то более официальная часть. То есть все налажено. Вопрос только в том, чтобы сейчас установить прямой контакт регулярный с двумя сторонами конфликта, это Россия и Украина, что администрация Трампа будет делать через Кита Келлога, начиная с января. И второе, это уже вывести в формальные переговоры через посредника. Я думаю, что это будет сделано путем челночной дипломатии. И уже предложить, конкретно выставить на стол переговоров предложение, с которым они либо согласятся, либо нет. То есть, опираясь, видя эту рамку, я считаю, что вероятность высокая. Понятное дело, я не учитываю там ситуацию на фронте именно как специалист. Я не специалист по военной сфере. То есть только то, что я слышу, это то, что да, ситуация на фронте, она сложная. Соответственно, это тоже будет, это, наверное, во многом будет влиять на нашу позицию, то есть там соглашаться, не соглашаться и так далее. У россиян та же история. То есть у них логика будет, я думаю, заключаться, они будут исходить из того, что им предложат, какая ситуация на фронте, то есть насколько они верят в свои силы, и Курская область. Это прям супер важный вопрос. Для Путина, судя по всему, это прям лично очень важно. Стратегически я считаю, что, в общем-то, я думаю, что это абсолютно, это идеологическая история, где он просто принципиально не хочет соглашаться на прекращение огня, при котором украинские войска останутся в Курской области. То есть стратегически, если не мыслить эмоционально и идеологически, в общем-то, это не несет угрозы России никакой. Там маленькая территория, но я так понимаю, там чистая идеология. Политически он хотел бы все-таки, чтобы это было, продать это как вот такую, что типа прекращение огня это не поражение, чтобы ни одна часть территории самой России, она не была занята украинской армией. Вот это, мне кажется, вот эти три вещи, на которые будет опираться Россия. Мы будем исходить из ситуации на фронте, насколько объемов помощи, которые будут в следующем году или не будут, то есть того, как будет себя вести администрация Трампа, то есть куда они будут склоняться больше, потому что мы на них ориентируемся в этом плане. Друзья, не забывайте лайкать эфир с Ильей Кусой. Мне кажется, мы классные вещи проговариваем, интересные. И здесь вот есть вопросы. Укапол пишет. Вот интересно, о каком экономическом восстановлении со стороны стран ЕС эксперт ведет речь, если локомотив ЕС Германия испытывает трудности с экономикой. То есть Германия и прочие должны помогать Украине, не обращая внимания на свои проблемы. Кстати, именно из-за этих проблем к власти в Германии и других странах приходят правые. Так это то, о чем я говорил последние 10 минут. Что, во-первых, есть сомнения в том, что европейцы будут нам помогать восстанавливать страну. Второе, есть рассинхрон между властью и обществом в Европе, что мы видим на примере Германии, Румынии, Франции и Польши и многих других стран. И третье, это наш главный риск на следующий год. Это что европейцы будут не способны тянуть столько, сколько от них потребует мы и Трамп. Вот это вот ключевая мой тезис. Плюс здесь нужно добавить, что Трамп по сути будет ставить Евросоюз, страны Евросоюза перед фундаментальным необходимостью и потребностью фундаментального изменения внутренней политики, потому что он требует увеличения затрат на перевооружение и вообще на финансирование безопасности, политики безопасности. И, собственно говоря, это породит внутренние конфликты в Европейском Союзе, потому что если, допустим, там страны Восточной и Центральной Европы, Северной Европы, Британия, она, правда, не в Евросоюзе, но в НАТО, они готовы увеличивать, либо уже как Польша уже увеличили, либо как Эстония, то та же самая Германия и Франция, они будут относительно этой рамки, этой повестки, они будут в жестком внутреннем конфликте. Да. Но при этом Трамп
будет это как раз катализировать, потому что для него это вопрос уменьшения сдержек и возможности закрепления там, американского военно-промышленного комплекса на подрядах по перевооружению, то же самое Европы. И требования по нефти, по закупке нефти и газа американских Европейским Союзом, это из этой же Да. сферы. То есть, И там, и смотри, и там же будет это все, то есть это в любом случае вот этот диалог между ними, который может перерастать в дебаты, в конфликты, не знаю, как это будет продолжаться, но я, кстати, не сомневаюсь в том, что Европейский Союз как раз будет постепенно, но наращивать и расходы на оборону, и, в общем-то, институции строить свои, связанные с обороной. Еврокомиссар по вопросам обороны уже назначен. Я вот как раз думаю, что они начали этот путь, и они его будут постепенно развивать. Просто на это нужно, то есть здесь у нас есть две проблемы. Вот в этом вот диалоге американско-европейском, который будет в следующем году. Первая проблема. Все проекты, вот, и связанные с военкой в Европе, вот в этом вот диалоге, я думаю, они будут реализованы. Но на это нужно время. У нас столько времени нет. И это первое наше, как бы, с ними противоречие. Мы хотим здесь и сейчас, они не могут. Второе. Трамп будет пытаться, как бы, убедить страны все это делать, но здесь в этом уравнении нету обязательства или какого-то желания вот все это делать только ради войны с Россией. То есть для Трампа это, как ты правильно заметил, это внутренний интерес. Это интерес, связанный с американскими компаниями, в том числе часть из которых доноры его избирательной кампании. Это интерес, связанный с тем, чтобы уменьшить свои расходы, чтобы сконцентрироваться на своем внутреннем развитии. И это интерес, связанный с тем, что, чтобы сохранить, опять же, американское влияние в ключевом для себя регионе, но при этом, то есть, по сути, отдать на аутсорс надежным союзникам, какую-то там минимальную защиту жизненно важных интересов США. В этом уравнении нету обязательной войны с Россией, то есть вот в этой формуле войну с Россией можно поставить на паузу, и даже нужно, потому что для всех этих перевооружений, всех этих планов нужна относительная стабильность. И второе, здесь нету какого-то, это не предполагает, что все страны должны сплотиться вокруг Украины. Вот в этом наша проблема, что у нас считают некоторые, что вот, особенно сторонники Трампа, что вот он все это делает, включая Украину в эти все планы. Но мне кажется, это не так. Он это делает, потому что это выгодно Штатам, это выгодно американцам, ему лично, там, его команде и американским компаниям. Но, например, там перевооружение Европы, да, оно пойдет на пользу Украине в долгосрочном плане, не сейчас, не здесь и сейчас, потому что оно займет там лет 10, я не знаю. Но с другой стороны, с точки зрения американских интересов, оно не должно предполагать обязательно, что Европа должна перевооружиться, чтобы пойти и захватить Россию, понимаешь? Наоборот, это то, о чем пишет Сэмюэль Чарап и многие другие, что и Кит Келлог, собственно, писал в апреле этого года, что мы должны поставить на паузу войну в Украине, потому что нам нужно время, нам надо оторвать Россию от Китая, и нам надо время, чтобы вот это все, то есть как-то вот Америку, так сказать, через Америку прежде всего, то есть поставить ее на ноги и перевооружиться самим, усилить союзников, и потом уже можно как бы какие-то договариваться с остальными игроками о новых правилах игры в системе международных отношений. То есть в этой логике с Россией нужна относительная стабильность. То есть либо управляемая эскалация минимальная, либо перемирие, либо вообще мир там в идеале, то есть без каких-либо претензий. То есть мы здесь, к сожалению, вот выступаем в роли предмета переговоров. И это наша проблема будет на следующий год, как мне кажется. То есть, что вот эти все планы, они не все они включают нас, обязательно и наши интересы. Вот здесь нам надо будет бороться за то, чтобы наши интересы там хоть как-то минимально были представлены. Я только хотел об этом как раз сказать, что в этой ситуации Украина как раз должна показывать, условно говоря, как
возможные затраты на безопасность и то, что уже Украина имеет и по сути прикрывает там значительную часть стран Евросоюза, Да. как это будет коррелироваться? То есть, условно говоря, если они там будут подкидывать нам ресурсы на армию, там, на безопасность, там, на стабилизацию экономики там, и так далее, то в принципе это будет им давать там какую-то фору с точки зрения вот этой долгосрочной перестройки их ВПК и их армии, в которую они все равно втягиваются. И там вместо того, чтобы там бодаться там и требовать, ну, бодаться в любом случае нужно, но нужно бодаться с аргументами и с выкладками и говорить, вот смотрите, у вас будут такие затраты, если там условно Украина рухнет, там, если Россия выйдет на западные границы Да. Евросоюза, а могут быть вот такие там, да, и перетягивает на себя вот эту функцию, ну, как бы обеспечения силового прикрытия, которое де-факто у нее существует. Да. И ты знаешь, это можно же все, опять же, вот мне кажется, мы не пытаемся коммуницировать, ну, мы, я имею в виду, наше правительство, на мой взгляд, не коммуницирует вопрос, связанный с тем, что, например, что Украина является частью системы, ну, сдерживания России, не только войны. Потому что то, что, мне кажется, Соединенные Штаты строят, это систему сдерживания и сосуществования с Россией. Система сдерживания и сосуществования, она предполагает формат отношений, как он называется, ну, как вот между Россией и Турцией. Вот такой формат отношений, где где-то можно сотрудничать, где-то не сотрудничать, где-то есть конфликт, взаимные вопросы, которые представляют там взаимный интерес, то есть претензии есть друг к другу, они там не признаются как-то, то есть, ну вот как Россия с Турцией, то есть они где-то сотрудничают, где-то нет, где-то воюют вообще, где-то конкурируют. Как в Сирии произошло, где, как в Сирии произошло. Где Эрдоган по сути вставил как бы Путина там, да? Да, ну где он по сути, да, он лишил его союзника, как бы Россия с этим согласилась, но опять же, то есть вот это вот приблизительно, ну, у Турции и России, я бы сказал, более близкие отношения в каком-то смысле, особенно на персональном уровне, но логика понятна, то есть это отношения, которые могут иметь разные формы, они могут там перерастать из конфликта в стабильность, потом опять в конфликт скатываться, но это все в управляемом ключе. То есть Штаты при Трампе, вот я думаю, они будут строить вот такую систему, то есть которая заточена не под вечную войну и развал России, а под сосуществование с ней как таковой, ну какая уже есть. То есть в ней сохраняются и санкции какие-то, и тут как бы Украина, вот тут Украина важна, вот тут у Украины есть функционал, сдерживание России как бы и опять же поддержание системы сдерживания и сосуществования. Но сдерживание и сосуществование, оно предполагает, как я уже сказал, не только войну, но и какой-то менеджмент в условные мирные периоды. И получается в этой логике, когда мы продвигаем только тезис о том, что нам надо больше денег и оружия, чтобы воевать с Россией, и мы больше ничего не предлагаем. То есть мы предлагаем только войну с Россией. Для них, для американских чиновников, которые мыслят в другом ключе, для них это неадекватно. Потому что они думают, получается, нам предлагают дальше воевать. Хотя мы хотим построить более сложную систему, которая бы имела какие-то там окна для переговоров, не сжигать все мосты, и можно как-то управлять этим конфликтом. Вот, мне кажется, мы недостаточно коммуницируем этот вопрос с этого ракурса. Я понимаю, что это политически может быть некомфортно, но опять же здесь, так как мы зависимы от международной международная конъюнктура нам будет диктовать определенные условия. Это то, что Чарап как раз и говорит, что по сути, нужно команде Зеленского, ему самому, Банковой объяснить вообще условно рациональную логику позиции Запада для того, чтобы не попадать в ловушки иллюзий. И, соответственно, все планы Украины строились на каком-то реалистичном... чтобы мы успели продать свой функционал, потому что если мы не успеем, нас просто этот функционал не включат в планы. Если не включат в планы, это фронтир, и более того. Это без гарантии безопасности, это просто территория, на которой продолжается прокси-сражение, то есть она не защищена, она не гарантирована, не подвязана под нее большие финансовые потоки, соответственно, невозможно экономическое развитие. То есть это худший сценарий, нам нельзя его допустить. Поэтому, понятно, мы исходим из международной конъюнктуры, которая может быть не всегда в плюс к нам, в плюс всем нашим желаниям, это реальность международной политики, но к ней надо подстраиваться. Если она уже такая,
как бы, ну что поделаешь, ну такая история. Смотри, в этом контексте еще, как ты пояснишь заявление Трампа по поводу вот этой Гренландии, Канады, Панамы, что там еще, Мексики там и так далее, вот которые там как из друга изобилия сыпятся там, да, и возбуждают там разных политиков, там, людей в этих странах и не только. Я пока это воспринимаю как, ну, именно вот в той формулировке, в которой он это делает, как хайп политический. Но, ну, как бы известно, что там Гренландия, контроль над Гренландией дает штатам более широкие возможности в плане, опять же, выстраивания вот этой вот большой системы сдерживания России и Китая. Там по Канаде, ну, мне кажется, здесь просто он троллит премьера, с которым у него не очень сложились отношения, ну, плюс, как бы, он же это подготовка к торговой войне, может быть, с Канадой и Мексикой. Потому что он же говорил, что он там пошлинами их обложит. Ну, то есть я не думаю, что вот... Что за этим стоит какой-то далеко идущий план? Я думаю, за этим стоит более рациональный план. Ну, понятно, то есть я не думаю, что Трамп до такой степени прям будет, ну как он себе представляет, что захватит Гренландию и оккупирует Канаду, сделает ее 51-м штатом США, поэтому я думаю, это политический хайп, под которым на самом деле идет подготовка как бы к, более каким-то попыткам решить этот вопрос так, как он пытался решить его в первый свой срок. Он пытался купить Гренландию, но они как бы с этим не согласились. И с Канадой были торговые противоречия, которые, правда, были решены тем, что они переподписали договор НАФТА, который стал, не НАФТА, они тот убрали, подписали новый. Вот, то есть я так это воспринимаю. Мне хочется верить, может, в это, конечно, потому что если Трамп очень серьезно настроен, вот прям вот серьезно имеет в виду то, что он пишет, это, конечно, проблема. Вот, для международного мира и безопасности, но я думаю, надеюсь, что это не так. Угу. Давай теперь перейдем на Ближний Восток в контексте, потому что на Ближнем Востоке обозначился такой серьезный сдвиг, который, в общем-то, ломает там сложившуюся архитектуру. И это касается там не только того, что в Сирии происходит, но мы видим, что и в Иране там сейчас реально начался очень серьезный экономический кризис, который потенциально там тоже может закончиться коллапсом режима Аятолл, там, да, потому что остановка там десятков электростанций на фоне экономического кризиса, на фоне политического кризиса, который там перманентно из-за, скажем так, наличия несистемной, но оппозиции, которая периодически там поднимает всякие бунты, восстания, там, да. Короче говоря, и плюс еще война Израиля, которая подходит к концу с Хамасом, там, и разгромленная Хезболла, и теперь мы видим, что они взяли из-за хуситов, которые там тоже многих достали, и опять-таки это в контексте ослабления Ирана взаимосвязано, то можно говорить о том, что Ближний Восток по итогам этого года, он входит, он вошел в какой-то транзит, который на выходе может дать новое качество. Там, да? Вот как ты на это смотришь? Я считаю, что архитектура безопасности на Ближнем Востоке, она начала разваливаться в 2011 году. Старая архитектура безопасности, которая сформировалась в годы Холодной войны. Сейчас просто она доламывается. То есть в Сирии доломалась, потому что правительство Асада не смогло решить те вопросы послевоенного мира. И вот, кстати, это к вопросу о нам. То есть они не смогли продать свой функционал внешним игрокам, грамотно, и, в общем-то, на этом все закончилось. Иран потерял ось сопротивления свою. Я считаю, что ее по факту, она существует еще, но по факту можно уже говорить о том, что в этом году оси сопротивления, так называемой, которую Иран выстраивал тоже десятками лет, ее нет. Хезболла сильно ослаблена. Я ожидаю, что в январе будут выборы президента Ливана. Не исключаю, что президентом на фоне ослабления Хезболлы выберут не кандидата, которого они продвигали, а другого, главнокомандующего ливанской армии Жозефа Ауна, которого хотели бы видеть президентом Штаты, саудовцы и, в общем, все силы, которые против Хезболлы, так как они делают ставку на ливанскую армию, как на противовес Хезболлы,
И сейчас будут пользоваться ослаблением Хезболлы, чтобы усилить ливанскую армию и покончить с вот этой вот размытой монополией ливанского государства на насилие, которая, ну, по сути, ее не было, этой монополии, из-за Хезболлы как крупнейшей военизированной группировки. Правда, там другие еще есть военизированные формирования, которые есть у каждой этноконфессиональной общины, но это, я думаю, этот вопрос будут замалчивать сейчас под шумок того, что Хезболла самая, на нее все повесят, если удастся. Хамас ослаблен, понятно, ну, больше года идет война. Я думаю, что они выйдут на прекращение огня в скором времени. И вот, Сирия потеряна, соответственно, потерян главный сухопутный коридор Ирана в Ливан. И Иран лишился, ну, проблемного, конечно, учитывая их отношения, но но более-менее, так сказать, ну, союзника в Дамаске, которым был Башар Асад, какими бы там у них не были сложными отношения. Вот, то есть йеменские хуситы, я думаю, никуда не денутся, ну, просто бомбежками с воздуха этот вопрос не решит, но тем не менее, понятно, что в одиночку они, вот эти все их запуски, это все, я считаю, ну, не то, что несерьезно, оно же не угрожает там критически Израилю. Поэтому, ну, это больше, знаешь, хуситы, это больше для пиара хуситов на арабской улице. Они показывают, что они единственные, которые продолжают бороться с Израилем и так далее. Это создало серьезные проблемы там для стран региона, для Египта прежде всего, который потерял... Ну, это про блокаду Красного моря, это да. Вот, но вот эти запуски, то, что они сейчас делают против Израиля, я думаю, это вот как бы чисто, ну, с моей точки зрения, это не критическая угроза существования Израиля. Вот, поэтому Иран в этом году очень много потерял. Стратегически они потеряли ось сопротивления. Им сейчас, ну понятно, кризис социально-экономический, который у них уже достаточно долго, в принципе, у них проблемы в этом плане, в том числе из-за санкций. У Ирана есть на следующий год несколько вариантов. Ну, первое, им надо будет, ну, я думаю, что им надо либо перестроить свою региональную политику, то есть перестроить ось сопротивления, так называемую, если они хотят продолжать воевать с США и Израилем. Но я считаю, что у них ресурсов на это нет. Второе, они могут попробовать выйти на договоренности со Штатами, с Трампом, пользуясь тем, что, мол, они все потеряли, Израилю они больше не угрожают и не хотят угрожать, ну и типа, давайте договоримся, как там Трамп хотел что-то подписать с ними и до сих пор хочет, судя по всему, ну вот давайте договоримся. И третий момент, это законсервироваться еще больше в себе, не пытаться там проводить экспансию в регионе, то есть больше втянуться как бы в себе, попытаться решить внутренние вопросы через развитие отношений с другими незападными государствами, потянуть время, провести внутренний транзит власти политический, потому что Иран подходит к транзиту власти. Али Хаменеи уже много лет, он болен, ну, опять же, долго болен, но мы не знаем там, когда его жизнь на этой земле закончится, но многие пишут, что уже, вот, ну, это уже как бы скоро, и плюс уже много разговоров о транзите, кто будет после него, и это будет турбулентный период для Ирана. Поэтому вот эти три варианта, я не знаю, что они будут выбирать, это опасный период в любом случае. То есть период транзита, он всегда опасный, особенно в такой стране, как Иран, где транзит был один раз только, когда умер Хомейни в 1989 году, и Али Хаменеи стал его, ну, Хомейни его назвал преемником, и его выбрали. Все. Это единственный опыт транзита, который был у Ирана. Но он происходил по окончании Ирано-Иракской войны, по сути, на пике, когда новые власти были на пике популярности после этой войны, и когда, ну, скажем так, был вот этот плавный транзит, когда был назван преемник как-то, и этот преемник, он был публичный, то есть все его знали как-то, ну, то есть Али Хаменеи был тогда президентом Ирана, и это было более-менее в управляемом ключе. Сейчас никто ничего не знает, то есть власти делегитимизированы в глазах части общества, непонятно, кто преемник, есть несколько кандидатур, которые не у всех вызывают, в общем, они как-то не всеми воспринимаются, ну и плюс, конечно же, поражение на внешнем фронте. Вот, то есть вот это вот будет очень опасно для Ирана, ну как бы посмотрим. Я не знаю, ну мне сложно прогнозировать, как конкретно это все будет развиваться.
В сказки про революции демократические я не верю. Ну, это такое, знаешь, можно, конечно, так рассказывать, но это, мне кажется, это разговоры для бедных. Не может ли там сложиться такая ситуация, вот как это произошло с Асадом, когда режим раз стоял, потом, Может. несмотря на все, сложился? Потому что в отличие от Асада, хотя с другой стороны у Ирана и больше ресурсная база, и ну как бы страна сама по себе больше экономика, более самодостаточная, потому что ну они и торгуют, и нефть есть там, и много чего еще. Вот. Но с другой стороны, у Ирана нет такой поддержки, условно говоря, внешней и такого масштаба, как была у Сирии, потому что Иран давал там и нефть, и десятки тысяч бойцов как бы давал там, да, то есть реально они с Россией выступили стабилизаторами режима Асада в тот момент, когда он практически казался уже рухнул там, да, а в масштабе Ирана это означает, что это должен быть Китай там или еще, ну кто, Китай, больше наверное, Ну, некого. понимаешь, в Иране, в любом случае, смотри, Иран, мне кажется, он находится в периоде, в котором был поздний Советский Союз в конце 80-х. То есть, когда сама система, которая там существует с 79 года, она в кризисе, она не просто в кризисе вот экономический и все. Там же кризис, он системный. Это то, что я говорил, когда еще были в прошлом году вот эти массовые протесты. Это в прошлом году было, да, или в позапрошлом, уже я не помню. Ну, из-за гибели девушки, вот той Махсы Амини. Что у них системный кризис. То есть сама система, она больше не может, она не имеет той легитимности, которую имела в глазах народа раньше. Поменялось поколение, поменялась политическая обстановка, поменялся общественный договор между элитами и обществом, и, соответственно, есть запрос на обновление. Тут вопрос только будет в том, как и при позднем Советском Союзе, обновление будет как происходить? Сверху вниз. То есть или как бы его толкнут к обновлению через какие-то, какую-то социальную массовую реакцию. Например, в ответ на социально-экономические проблемы там, или энергетический кризис. Что будет поводом, это не важно, это уже вопрос. Или это будет сверху вниз. Например, если они проведут плавный транзит власти, и новые власти захотят переосмыслить как-то систему, как-то переосмыслить общественный договор с населением, это возможно. Я не знаю, удастся это им или нет. Сейчас в Иране элиты находятся в слабой позиции. То есть они сейчас в откровенно очень сложном положении. То есть вот это стартовые позиции у них не очень хорошие. Вот, в отличие от 89-го, когда у них вот можно было это провести, потому что была лучшая была ситуация. Вот. Например, договор с Трампом, он может помочь этому транзиту провести его спокойно. Потому что могут быть, опять же, если договор с Трампом будет предполагать ослабление каких-то санкций, это освободит часть ресурсов, которые можно будет на это направить. Но опять же, все зависит от грамотного управления. От грамотного управления, от того, кто будет этим заниматься. Вот. Поэтому, я просто к тому, что я не люблю и не верю вот в эти истории, когда, знаешь, Сирия же нам это показывает. В прямом эфире можно за этим следить. За один день ничего не происходит. То есть в Сирии существовала система, которая с 70-го года, в 2000-м Башар Асад пришел к власти, попытался ее обновить через волну либерализации и демократизации, которую он пытался проводить. То есть сверху вниз была попытка что-то там как-то переиначить государство, где-то у него получилось, где-то не получилось, то есть получилось что-то гибридный результат на выходе получился, как у нас после Советского Союза, то есть мы как бы уже не Советский Союз, но при этом мы еще и не какое-то совсем новое государство, то есть мы постсоветское были государство. То же самое там, то есть Сирия как была баасистской, так и осталась по большому счету, и все, потом грянула война. Война прошла, и дальше, надо было уже, когда закончились активные боевые действия, опять надо было попытаться переосмыслить само государство и отношения с населением. Он не смог этого сделать. И сейчас и все закончилось, то есть его убрали, все его правительство убрали, и все, А дальше сейчас начинается строительство абсолютно нового государства, которое займет время. Как оно будет происходить? Оно происходит в традиционно хаотичном ключе. То есть любые изменения снизу, они всегда хаотичные, они всегда непредсказуемые.
Ну, я очень скептически отношусь к концепту того, что вот массы, они могут просто взяться за руки и родить визию, значит, нового государства модернизированного. Ну, я не помню, что это когда-либо так было. То есть, если массы возглавляются интеллектуалами, которые, ну, как бы понимают, да, то есть у них есть этот ресурс, и у них есть эти заготовки, и у них есть команда, там, которая готова это делать, тогда да. В Иране, например, во время последних протестов такого не было. То есть это был именно вот, ну, так сказать, бунт против, ну, конкретно проблем ежедневных, с которыми сталкиваются люди. Как показал опыт Сирии, политэмигранты из-за границы, ну, они пока что не всегда они могут что-то тоже сразу предложить. Вот смотри, прошло 2 недели. Ключевые политические группы оппозиционеров в Сирии, они из-за границы так и не вернулись в Дамаск. То есть сейчас в Дамаске заправляет полностью коалиция Тахрир аш-Шам. Они поназначали... Меня это удивило, честно говоря, потому что я ожидал, что сирийская оппозиция, которая живет в Турции, в Египте, в Европе куча людей, в Саудовской Аравии, они вернутся и будут сейчас, ну, как бы договариваться. Нет. Они остаются там, где оставались. Не знаю, может, они, конечно, еще приедут в следующем году, но вообще уже они теряют время просто. И сейчас, по сути, что произошло, это то, что, собственно, Тахрир аш-Шам пришли, поназначали всех своих людей на все ключевые посты. И сегодня, значит, их лидер Абу Мухаммед аль-Джуляни, который теперь уже, ну, даже, конечно, уже теперь переименовался в Ахмад, он теперь сказал, что вообще писать конституцию долго. Полгода это очень оптимистично. Она вообще пишется несколько лет. Поэтому 3-4 года надо, чтобы написать конституцию и провести выборы. И переходный период плавно смещается из 18 месяцев до там несколько лет, иншаллах. Ну, вот как бы это вот сейчас конкретно интересный тренд. Вот я вижу усиление одной группировки, одной коалиции, которая по сути просто пользуется моментом, пока политические, значит, партии, они, ну, почему-то ждут, может, у них договоренности с ними есть, но я пока не вижу этого. Ну, они просто, смотри, у них есть преимущества, которые они пытаются реализовать, потому что, ну, они, по сути, да. взяли власть, Они взяли власть, и да. не в их интересах там максимально делиться этой властью, там, да, то есть они задают, по большому счету, сейчас темп. И ключевая задача для них сейчас решить вопрос стабилизации режима, то есть договориться там с монархиями залива, там, со Штатами, с Турцией, там, с Израилем, там, с кем угодно, за счет чего сейчас будет жить Сирия, потому что ей нужны костыли, из-за того, что экономика разрушена, и значит, экономика разрушена. И, собственно, если они эти костыли подставят, то тогда у них все стабилизируется. И плюс, по ходу, ну, мы видим, что алитов добивают остатки там, как бы асадовских всяких сил, которые там в провинции Хомс, мы видим, там идут с алавитскими группировками какими-то там столкновения. Ну, там протесты были алавитов. Вчера были там, были с применением РСЗО, я видел, шли столкновения. Ну, то есть они там идет какой-то вот, идет окончательное, скажем так, взятие под контроль тех регионов, куда у них еще не дотянулись руки. Что там будет с курдами, там, что там будет дальше с алавитами, опять-таки, как они договориться, будут ли они договариваться, ну, они будут договариваться, по всей видимости. Конечно, будут. Потому что там я не вижу вариантов. Вот, вопрос открытый. Нет, а теперь представь Иран, который намного больше, там намного больше народов проживает. И, ну, в 4-5 раз. Да, то есть и плюс соседство проблем, ну, то есть там регион намного сложнее в плане, там, ну, как бы, там достаточно сложный регион. И намного больше неизвестных, то есть вот переменных, которые мы не можем нормально просчитать. Как, кстати, было и с Сирией, так и с Ираном, региональным странам невыгодно, чтобы с Ираном что-то произошло в таком ключе, ну, то есть, чтобы это было именно неуправляемо. Сирия же что же, все региональные страны, они же пытались, они выразили лишь поддержку Башару Асаду, ну, когда это все только начиналось, они не знали, что это рухнет, потому что для них предсказуемое лучше, чем непредсказуемое. Вот. Ну да, я отвечаю на твой вопрос, я не исключаю, что в Иране может быть и вот такая история, когда просто, ну, как с Советским Союзом произошло, когда он просто рухнет и все. Ну вот, ну все, как бы на этом, когда никто не захочет
продолжение жизни системы, которая уже иссякла и изжила себя. Вот. Но может быть и в другом варианте, может быть и в варианте открытого там конфликта. Потому что в Иране все-таки, мне кажется, там сильнее государство, и там сильнее негосударственные силовые акторы внутри, чем в Сирии. Ну, КСИР я имею в виду. И они так просто власть отдавать не будут. Понимаешь? Поэтому здесь вероятность открытого конфликта в ходе, например, там, доламывания системы или транзита системы, она существует. И, ну смотри, вот в принципе, можно ли говорить о том, что вот Ближний Восток, он вошел как бы в транзит такой вот перестройки? Да, смотри, это транзит от вот той модели архитектуры безопасности времен Холодной войны, которую пытались законсервировать, сохранить в 90-х после развала Советского Союза, там, через заморозку палестинского вопроса и его нерешения, там, через попытку реинтеграции, интеграции в мировую экономику авторитарных режимов, типа там в Сирии, там в Египте, то есть закрывать глаза на то, что они там, не требовать от них какой-то демократизации великой, а там смириться с тем, что окей, пусть все интегрируются в мировую экономику, если они проведут соответствующие реформы. Но в 2011 году, да, эта архитектура безопасности рухнула, и в принципе сейчас это все вот финальные штрихи. Сейчас Ближний Восток переходит к постамериканскому региональному порядку новому, в котором Штаты не будут доминирующей силой, особенно при Трампе, и где будут, скорее всего, на первый план выйдут региональные государства, которые будут пытаться его теперь формировать, этот новый региональный порядок. В первую очередь это будут отличия этого порядка от старого в том, что здесь на первый план выходят не арабские страны. То есть Турция, Иран, Израиль и плюс аравийские монархии. Потому что в старом, в годы Холодной войны, вспомни, ключевыми странами Ближнего Востока были Египет, Ливия, Сирия, Йемен, кстати, особенно после объединения какое-то время, но вообще Йемен именно Салиха. Он даже интервенции проводил, внешние. Все. Вот это вот они были ключевыми, которые... и Ирак, конечно, саддамовский Ирак. То есть они были ключевыми в плане формирования этого архитектуры безопасности. И они проводили очень активную экспансионистскую политику, поэтому сейчас совершенно другая ситуация. Поэтому я думаю, что в ближайшее время Ближний Восток, новый порядок будет формироваться региональными странами в первую очередь, при минимальном влиянии взаимодействии с внешними игроками, то есть традиционными бывшими мощными игроками типа Европы, Штатов. И вот что-то мы увидим на выходе, не знаю. То есть это все уже будет зависеть от переговоров Израиль, арабы, Турция, аравийские монархии, и от урегулирования нескольких этих конфликтов, то есть Сирия, Ливия, Йемен, Ливан и что-то в Ираке, я тоже думаю, должно... и курдский вопрос как будет решен. То есть все те вопросы, которые получили в наследие от европейцев и американцев Ближний Восток в холодную войну и потом после холодной войны, они сейчас будут их пытаться решать уже как-то более самостоятельно, чем раньше. Решат они их или нет, я не знаю. Будем за этим следить. Это то, что будет давать нам поводы для эфиров. Давай теперь Китай. Потому что то, что в Азии закручивается, и в принципе противоречия между США и Китаем, они на самом деле являются осью, скажем так, которая будет вращение вокруг которой будет трансформировать мировую систему. Правильно? Вот. И ладно, Игорь Величко, сейчас прежде чем к Китаю перейдем, то тут последний вопрос по Ирану давай. Если в Иране начнется угроза падения режима, русские могут вмешаться войсками, как в Сирию? Нет. Я думаю, тоже, что нет. Во-первых, иранцы не захотят, во-вторых, у русских нет таких, да. Зачем? Они в Сирию не вмешались. Да, и масштаб просто огромный. А зачем это делать? Россия и Иран не союзники, до такой степени. Да, России будет неприятно, если в Иране к власти придут прозападные силы, но во-первых, я считаю, что прозападные не придут, а во-вторых, имеется в виду прозападные, прям только прозападные, то есть там будет, если нынешняя система в Иране, она падет,
Я думаю, будет, во-первых, будет длинный торг за формирование новой республики, новой власти, а во-вторых, я думаю, это будет каша из абсолютно разных политических сил, и я не верю ни в какое доминирование только лишь прозападных сил. Вообще никак. Ну, в Иране это очень, я не думаю. Вот, поэтому я думаю, в России, зачем тратить свои ресурсы на спасение Ирана в условиях, когда им, во-первых, эти ресурсы нужны самой, во-вторых, это не несет никакого гарантированного результата. Они могут помогать каким-то ограниченным способом, но если будут какие-то, я не знаю, может, какие-то ограниченные поставки вооружений, может быть. Все зависит от того, когда. Если, условно говоря, к тому моменту там война в Украине как-то закончится, могут они что-то придумать. Но, опять же, в России будет абсолютно расчетливо подходить к Ирану, так же, как они с Ираном подходили к Сирии. Они же к Сирии, они же не бросились на помощь Асаду. Они посмотрели, 3 дня подождали, увидели, что все плохо, и что они сделали? Спокойно свалили. Никто не воевал с русскими и с иранцами, серьезно. Иран вообще самый первый свалил из Сирии, установил контакты с боевиками и уехал. Вот и все. То есть у нас же Сирия перед носом. Угу. Вот. Да, я здесь с оценками полностью согласен. Даже добавить нечего. Поэтому полайкайте эфир для того, чтобы в новогодние часы, перед новогодние часы больше людей посмотрели и сделали для себя правильные выводы. Теперь давай коснемся Китая. Китая, Азии в целом, потому что есть еще азиатское направление, потому что там же не только Китай есть, там и Индия есть, и страны Юго-Восточной Азии. Короче говоря, регионы очень богатые, разнообразные, влиятельные и собственно, влияющие в том числе и на повестку вот этой вот оси американо-китайской, о которой мы говорим. Как ты видишь основную логику отношений между Китаем и США после прихода Трампа в следующем году? Будет торговая война, будет война за технологии и доступ к технологиям, права интеллектуальной собственности, то, что Трамп начинал. Байден, кстати, продолжил, по сути. С попытками выйти на соглашение в договорном порядке. То есть я думаю, будет продолжение того, что мы выбили в первый срок Трампа. То есть это он бил по конкретным местам, связанным с американскими экономическими интересами по Китаю, но при этом потом они вышли на соглашение, торговое и в целом на встречи, в рамках которых они в принципе договорились о некоем взаимном понимании. Я думаю, при Трампе Штаты будут пытаться установить некий режим сосуществования с Китаем, в котором можно было бы избежать прямой конфронтации, во-первых, во-вторых, но при этом немножко подвинуть Китай в плане то есть своих экономических интересов и продолжать потихоньку строить систему сдерживания Китая в Азии. То, что опять же, тут, кстати, я думаю, они будут продолжать дело Байдена. Потому что Байден, на мой взгляд, был более успешным в этом направлении, чем Трамп. В плане строительства альянсов. То есть то, что Байден начал, у него это была более системная работа, чем у Трампа в первый срок. Я думаю, Трамп вряд ли бросит это все, он будет продолжать это делать просто в своем ключе. Может быть, будет больше опираться на двусторонние отношения с конкретными странами. Это, скорее всего, будут Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань. Может еще добавиться еще парочка. Типа Филиппины или Папуа-Новая Гвинея, с которыми они подписали новый оборонный договор при Байдене. И все. То есть я считаю, что американско-китайские отношения, они будут развиваться в ключе такого, холодная война light. То есть вот такой легкий вариант холодной войны, без железных занавесов и всего остального, но это будет попытка сосуществования какое-то время. То есть вообще в целом система международных отношений, она будет, на мой взгляд, в ближайшую перспективу биполярной, то есть американо-китайской, какое-то время. Я не думаю, что это сохранится надолго, потому что в конце концов что-то должно произойти.
ну, либо один проиграет, либо они, ну, либо, ну, то есть, скорее, я думаю, система вообще в целом, она в итоге придет к, ну, к чему-то, либо они полностью договорятся, либо у них эскалация произойдет в итоге какая-то, вплоть до, ну, вооруженного конфликта, ну, либо кто-то из них, у кого-то из них произойдет серьезный кризис внутренний, и, ну, как с Советским Союзом произошло. Вот, то есть, но на ближайшее время это будет биполярная система, в которой Соединенные Штаты и Китай будут в режиме сосуществования и такого холодной конкуренции, и ниже на региональном уровне будет полная многополярность, где региональные страны будут иметь большую самостоятельность в решении своих вопросов. Что мы видим на примере Турции, Ирана, Израиля и Саудовской Аравии, там, ну, и по многим другим странам, ну, в Африке в том числе и в Латинской Америке тоже. Вот, хотя в Африке и Латинской Америке пока все сложно с многополярностью, но я думаю, к этому все придет. Вот, то есть в этом плане, ну, я не ожидаю, что Штаты, Китай при Трампе, Штаты сразу же там пойдут в какую-то лобовую атаку на Китай по всем направлениям. Они не готовы еще к этому, во-первых. И китайцы не готовы, и американцы не готовы. Да, и при этом, опять же, Трамп мыслит взаимным интересом. То есть он же не мыслит, он не вармонгер, то есть он не является республиканцем, неоконсерватором с вот этой глобалистской, интервенционалистской повесткой, какими были Дик Чейни, например, при Буше-младшем. То есть да, он за активную роль США в мире, он, кстати, не изоляционист в этом плане. Его нельзя назвать изоляционистом в плане, что он вообще против вмешательства. То есть он готов использовать силу где надо, но только то, что касается жизненно важных, то есть красных линий штатов. То есть Тайвань останется красной линией штатов. 100%, никуда это не денется. И это главная точка в системе сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но при этом с Китаем, я думаю, будет пытаться выйти на какой-то диалог, при котором будет поддерживаться некий статус-кво. Как при Байдене. Ну, то есть в этом плане Трамп будет продолжать, как ни странно, политику Байдена. Вот, потому что Байден продолжал политику Трампа только своими методами, а Трамп продолжал политику Обамы. То, что с Китаем происходит, началось при Обаме конкретно. И дальше все последующие президенты, они продолжали эту политику планомерно. Просто каждый своим способом. Это миф, что там Обама был каким-то одним, а Трамп вообще прямо противоположный. В каких-то вопросах да, но в конкретном вопросе Китая там консенсус был двух партий всегда, и у них просто отличались стили и подходы. Все. Если ты посмотришь, единственное, что Трамп сделал, что было неожиданно для многих, это то, что он вышел из транстихоокеанского партнерства, которое Обама строил, потому что оно было направлено против Китая, он из него вышел. Но это было, опять же, сделано в угоду узких экономических интересов, принеся в жертву некий глобальный проект. Но опять же, здесь, но при этом он установил более крепкие отношения в двусторонние Япония, Южная Корея, Индия. То есть как бы компенсируя то, что он типа против многосторонних институтов, он их не понимает и как бы он не понимает, зачем это нужно. Он больше за как бы конкретно там отношения на двусторонней основе, что он и пытался делать. Потом Байден вернулись многосторонние институты, AUKUS. Значит, там Альянс Пяти Глаз они там пытались модернизировать, потом создали впервые диалог Индия, Япония, Южная Корея, США, Южная Корея, Япония, потом Индию подключили, Австралия очень сильно интегрировалась в разные альянсы, то есть это при Байдене они опять начали эти все альянсы выстраивать, разные партнерства. При Трампе, наверное, понятно, что они вернутся к идее, что давайте отдельно со всеми говорить. Я жду, когда они объявят, кто будет отвечать за азиатскую политику. Я пока не знаю. За Ближний Восток я знаю. По политике на китайском направлении я не знаю пока. Но из заявления Трампа следует, что он не настроен прямо на войну с Китаем, он настроен на договоренности. Понятное дело, через сильную позицию. То есть создать сильную позицию для Штатов и как бы навязать Китаю какие-то свои условия. Готовится важное решение США в поддержку Украины. Президент Зеленский, читаю на телеграм-канале Попенко, значит, он сделал как бы я сейчас посмотрю, Зеленского тоже. Видишь, все-таки Гордон был прав. Гордон это так. Сейчас посмотрю, где. Я пока не вижу этого. Я на странице Зеленского в телеге пока не вижу. Что он там, где он это взял. Так, Не, я не вижу пока. Может кто-то найдет, мне подскажет. Ждем, короче говоря, будем
будем ждать. Что же они там наговорили? Да, Попенко пишет ехидненько. Сейчас. Не зря самолет «Россия» проторчал несколько дней в Вашингтоне, да и Дмитрий Гордон стал об этом говорить. В общем, ждем решения. Только пока непонятно какого. Надо. Ну, ждем, когда будет опозорен Куса. Да, тогда ждем. Вот, я не против. Хорошо. Что еще по этому? Вот что мы Индию мы не затронули. Там Индия. Там отдельный разговор. Там отдельный разговор. Да, там по всем странам отдельный, понимаешь, тут если так смотреть, ну, в общей рамке, то есть я описал, что я считаю, что мы, вообще я думаю, что Украина сейчас, наверное, одно из первых проходит вот это вот горнило межсистемного перехода. То есть мы переживаем самый трэш, мы быстрее из него выйдем, правда. И, ну, дай бог, у нас будет стабилизация в то время, как остальной мир будет дальше проходить вот это. Потому что то, что в принципе происходит у нас, ну, если глобально смотреть, это часть вот, ну, более глобальных, более широких процессов, связанных с, ну, по сути, разрушением старой системы международных отношений. Вот. Ну, как Испания в 1936-1939 году, когда они вошли через эту гражданскую войну, которая на самом деле была полигоном для формирующихся там блоков держав, там, да, с одной стороны там Запад и СССР, с другой стороны Италия с немцами, вот, и в результате Франко победил, но страна осталась как бы на обочине Второй мировой войны, она ее не коснулась. Да, ну, то есть поэтому я думаю, что мы вот, то есть это, наверное, позитив, который можно сказать, ну, в долгосрочном плане, что, ну, мы проходим вот самое адище, но мне кажется, что мы быстрее из него выйдем, потому что это же все не закончилось, все, то есть это же просто так. То есть я думаю, кризис системы международных отношений, он еще, ну, на какое-то время. Это годы. Не, это годы, это будет связано уже, там будут и другие конфликты, где-то вооруженные, где-то торговые, где-то это уже, ну, это же все. Вот кто-то спрашивал там меня, вот когда будет Третья мировая война, ну, это же она есть. Ну, ее можно так, ну, это можно, этот процесс, то есть если мы мировую войну мыслим как некий глобальный процесс, кризис, который приходит к смене системы международных отношений, это оно. Процесс перехода. Да, то есть это же как Вторая мировая была, да. То есть это оно. Просто у нас, может, это не в той форме, в которой мы помним, наша коллективная память помнит Вторую мировую, вот, ну, это просто в других форматах проходит. То есть, например, там не только война, ну, прям физическая, но и там, например, тот же технологический прогресс, я считаю, это часть этого процесса. Ну, технологический прогресс, появление соцмедиа, социальных сетей и сейчас вот искусственного интеллекта, оно очень многое поменяло. Оно поменяло политику полностью, оно поменяло отношение, ну, вовлеченность людей в политику, массовую вовлеченность людей. Оно поменяло, ну, систему образования, как бы оно меняет вообще подходы к мышлению очень много. Поэтому это тоже часть вот этой революции, которая приводит к смене самой системы международных отношений. Вот, поэтому, ну, в каком-то смысле, да, мы живем в годы Третьей мировой войны, если хотите называть это так. Мы просто начали это, ну, у нас это все проходит в таком форме, в которой она есть. Можно ли было там как-то по-другому, да, то есть разные страны, они на эти кризисы реагируют по-разному. Какие-то страны там, ну, то есть все же зависит от того, как они воспринимают его, кто быстрее воспримет его, увидит это, проанализирует тенденции, подготовится или адаптируется, а кто нет. То есть Украина, с моей точки зрения, не адаптировалась. Ну, когда начал меняться мировой порядок, там в середине 2000-х, мы, на мой взгляд, не до конца восприняли угрозу и вообще в целом вот эту всю рамку мы не видели. Соответственно, мы подготовились, как подготовились. Отсюда соответствующие последствия. Вот. Для других стран то же самое. Есть страны, которые лучше пройдут, которые хуже пройдут. Это все как бы, вот. Ну, Сирия, например, тоже прошла вот так. Государство умерло. Ну, как бы будет другая республика, другое государство. Будет ли оно лучше, я не знаю. Оно будет, может, лучше, может, оно вообще намного хуже, может, вообще не будет государства. Ливия до сих пор там без нового государства, они все еще в транзитном переходе. Вот, ты спрашивал по Ирану, ну, по Ирану это будет то же самое, только в масштабах намного больше, считай, умножить на 10.
Вот, поэтому... Сейчас он еще вчера, допустим, начались столкновения на границе Пакистана с и Афганистаном, Афганистаном. с талиб. Ну, понятно, Талибы там да. начали шустрить там и пока что... Это из-за линии Дюранда, понимаешь, ее же, это ж, видишь, это одна из таких артефактов колониальных времен, которые нам оставили, ну, в неурегулированном состоянии. Ну, Они же не признают линию Дюранда. Как бы. Вот, и я думаю, это решается только новой демаркацией, вот, на которую пока, походу, никто не готов идти ни в одной, ни в другой стране, но они к этому должны будут прийти. И заметь, это тоже как бы вот процесс, о котором мы говорили, что вот эти вот линии разграничения, границы, которые там были нарисованы после Первой мировой войны, если брать Ближний Восток, Да. или после Второй мировой войны вследствие развалов колониальных империй, вот это все начинает трещать по швам. Уже оно трещит давно по швам, а сейчас просто идет катализация, потому что радикально изменился баланс сил. Да. И, собственно говоря, там, где раньше условно могли вмешаться там Штаты, там, либо, не знаю, там Советский Союз, там, либо Россия, либо Британия, там, да, то сейчас просто не до этого, либо появился там Китай как игрок, который там свои интересы преследует. Там. Ну, Китай не будет вмешиваться. Да. Не, я условно говорю, потому да. что если брать Африку, там, как бы там, да, вот, то вот это все приводит к тому, что оно начинает все вот так вот взрываться, и Украина тоже как бы она взорвалась, вот эта вся ситуация, потому что здесь тоже очень серьезно все изменилось. Так я всегда говорил, ну, как бы Россия, например, вот если брать крупных игроков, то есть по сути доламывается колониальная система, ну, постколониальная, потому что после ликвидации колониальных империй связи же между метрополиями и колониями, они же остались в том или ином формате. Ну, сохранились. Там французы при Шарле де Голле, они же специально строили так связи с африканскими странами, чтобы де-факто сохранить зависимость африканских стран от Парижа, потому что это был их интерес политический и экономический. И почему иногда там вот эту Францафрик называют типа постколониальная, неоколониальная система, потому что да, она там в каких-то моментах реально осталась, специально создавали эти зависимости, и таким образом страны они не становились независимыми в полноценном понимании этого слова, в Африке в частности. В Британии по-другому, они там где-то, они тоже пытались где-то сохранить, но они просто переформатировали отношения и где-то тоже сохраняли влияние. Сейчас вот эта постколониальная система, она уже доламывается уже она. То есть когда уже бывшие метрополии, они уже имеют еще меньше возможностей вмешиваться, а в некоторых вопросах не хотят вмешиваться. Просто уже не хотят заниматься своими делами, или у них накопилась куча внутренних проблем, как во Франции, которые там, нужно их решать, а не там лезть в какую-то Африку, где уже нет ни ресурсов, ни возможности это делать, ни людей на самом деле. В то поколение людей, условных там постимпериалистов, которые были при де Голле, их уже нет. И де Голля нет, и не будет. То есть поколение Макрона и следующее после них это уже вообще другие люди. Вот, которые не мыслят категориями Африка, там, это Алжир мой второй дом, знаешь, в таком ключе. То есть это вообще уже не та история. Так, то же самое, что ты говорил про американскую дипломатию, где тоже появилось там новое поколение, для которого там Израиль, там и Ближний Восток абсолютно уже Израиль это не священная корова. В других категориях. Да. И это же неизбежно, то есть когда они будут там принимать ключевые решения, и, соответственно, там, например, у них не будет автоматического там пиетета перед Израилем, а некоторые будут симпатизировать палестинцам, потому что они выросли на этом, да, что вот палестинцы это там народ, которых гнобят. Вот они вот на этом, и это они слышали, и, соответственно, они будут больше симпатизировать палестинским арабам. Понимаешь, то есть это все меняет, поэтому доламывается вот вся эта система. По сути, на Ближнем Востоке, да, ты прав, доламывается система, сформированная после Первой мировой войны. Она ж потом была, она не сломалась, потому что потом она попала в логику холодной войны, и Советский Союз и США, как супервайзеры, менеджеры, они ее вшейпили в своих интересах, как им надо было, часто вмешиваясь во внутренние дела. После 1991 года ее законсервировали через ряд договоренностей, пытаясь как-то вот удержать, и по факту, и играя на том, что уже все смирились там с границами, с какими-то там с государствами своими. Сейчас она уже окончательно, доламывается, уже все, уже нету ни менеджеров, менеджеры уехали, некому следить, никто уже не хочет особо этим заниматься, и, по сути, пустили все на самотек. Потому что, если брать, например, историю Сирии, смотри, это была Третья республика,
ну, условная республика в Сирии. Вот будет 4-я. Потому что первая была 1920. Кстати, как раз когда это у нас, как раз когда у нас была ОНР, у нас была своя недолго живущая республика ОНР. У них была своя, только правда, в отличие от нас, они жили, ну, не 3 года, да, сколько у нас ОНР, до 20, нет, дольше. С 18 по 22. У них 1 день было королевство Сирия. Вот они его провозгласили, и в тот же день французы пришли и его ликвидировали. Потом была вторая республика, это 54 год, ну, 63-й, можно сказать, там, ну, 54-й, это когда был период Демократической Республики Сирии, первый период независимости. Потом он попал в логику холодной войны, там уже пошел парад переворотов, там то просоветский, то проамериканский. И с 63-го года, когда приходит партия Баас, уже баасистская Сирия. Вот сейчас баасистская Сирия закончилась, будет 4-я какая-то республика. Вот, ну, вот тебе пример. Очень история Сирии современной показывает, как вот проходил как раз вот эти рэперные точки постепенного слома этого регионального порядка. То есть когда вот он ломался, и он на Сирию вот так вот на нее влиял, по сути. Угу. Поэтому да, ну, в этом плане интересные времена мы проживаем. Ну и 25-й год в этом плане будет углублением этого процесса. Да, все продолжится, продолжится ломаться. Пока что я вижу продолжение именно вот слома. Все дальше будет ломаться. Просто вот Сирия, видишь, она, получается, доломалась. Теперь вот в Сирии наоборот начнется период вот постепенного генерации чего-то нового. Что это будет, я не знаю. Ну, то есть я не исключаю, что это, вот опять же, там я писал и в своем телеграме, что сейчас, ну, там уже сейчас будет решаться вопрос. Это будет, ну, границы сохранятся или нет, де-факто, да? Ну, я думаю, что сохранятся, ну, те, что были, вот, то есть единая Сирия. Там это будет федерация, не федерация, унитарная республика, не унитарная, какая будет идеология, какие будут отношения между властью и обществом, какой будет новый общественный договор. То есть Сирия в 25-м входит, уже там пошел процесс создания чего-то нового. И он там либо провалится, либо будет успешным. Другие страны будут доламываться. То есть Ливан, например, я считаю, будет доламываться. Потому что в Ливане, ну, с ослаблением Хезболлы сейчас резко изменился баланс сил внутренний между этноконфессиональными силами. А это, ну, это проблема для страны, политическая система которой опирается на существующий баланс этноконфессиональный. То есть, поэтому вот в Ливане, я думаю, будет система эта доламываться и доламываться. В Иране это будет тоже доламываться, и дальше они будут, я же говорю, они стоят перед выбором. У тебя доламывается система. Ты либо проводишь транзит, либо ждешь, либо консервируешься, надеясь на то, что можно задавить, значит, этот кризис, ну, либо у тебя не получается и происходит снизу, просто революция снизу. Ну, вот. Так и все. Так мы что перед таким же, ну, мы же точно так же стояли и стоим перед таким же вызовом. Да, 100%. То есть реформы сверху, либо снизу какой-то взрыв, ну, либо мы пытаемся все законсервировать и держаться, и цепляться столько, сколько выиграть время. Ну, вот. Хорошо. Мы так за 1,5 часа прошлись по штаблика. Что пожелаешь зрителям под конец Нового года? Не терять себя, побольше читать, особенно книжек, причем не только научных, художественных. Мне это помогало вот весь год как-то фокусироваться. Вот. Верьте в лучшее и ничего не ждите. Ничего не будет. Ничего не будет, да. Вот, да. Пусть у вас будет внутренний дзен, потому что с подходом ничего не будет. Как бы, ну, нужно смеяться, но на самом деле, когда много не ожидаешь, не строишь, не настраиваешь себя, не накручиваешь, в том числе в плохом понимании, то проще. Ты как-то просто более, ну, ты лучше видишь какие-то вещи, и как-то проще относишься к каким-то проблемным моментам, приятно удивляешься, когда тебя приятно удивляют. Это вообще как бы самое лучшее чувство, когда тебя приятно удивляет что-то. Вот, и как-то просто проще, ну, и опять же, и если не накручивать себя и вот этими всеми какими-то иллюзиями, большими ожиданиями, то проще фокусироваться на том, что там важно для тебя, там семья, там, дети, какие-то твои хобби, ну,
и постоянно не держать голову Цели, в каком-то- задачи свои собственные. Да, то есть Имейте свои собственные цели и задачи, которые это будет вас всегда отрезвлять относительно того бреда, который происходит вокруг нас. Да, нет, так у всех есть цели и задачи, но я вот просто сталкиваюсь с тем, что у кого-то они есть, но сложно концентрироваться на них, потому что постоянно вот какие-то вот что-то отвлекает или постоянно вот что-то, из-за вот этих всяких бредовых вещей, которые постоянно отвлекают, заставляют там формировать какие-то иллюзорные, какие-то фантазии, которые не нужно этим заниматься. То есть фокусация, это же концентрация самое лучшее, что концентрация на своих задачах. Вот. Это самое главное. Да. Ну, и это, наверное, касается и в том числе и самой Украины, потому что когда мы будем сконцентрированы на своих задачах и перестанем бредить там, просто перестанем бредить. Вот это, мне кажется, это наша главная проблема. Вот, Часто, да. Что мы все время бредим какими-то ожиданиями там, по поводу того, что вот кто-то придет, спасет и так далее. Вот если у нас этот бред будет исключен из дискурса, как бы вот большого, широкого, как бы там, из личных отношений в том числе. Потому что многие же бредят, вот допустим, женщины есть такие, которые бредят, что вот должен появиться мужчина на белом коле, который это вот решит все проблемы. А есть даже мужчины такие, которые я вот сегодня посмотрел интересный ролик, где мужчина говорит, что там что для его потребностей необходимо, даже женщина должна $10 000 на него в месяц тратить, чтобы закрыть его потребности. Понятно, что чувак троллит, как бы, но на самом деле есть же такие мужчины. Есть такие. Да, но я просто что к чему, что когда ты занимаешься собой и решаешь свои проблемы, то вот совокупность таких индивидов, которые способны решить самостоятельно свои проблемы, приводит к тому, что появляется стрела, которая способна решать свои проблемы. Потому что индивиды, относящиеся к жизни таким образом, они и способны ставить вопросы к власти таким же образом, а не быть в качестве инфантильных детей, которые ждут вот это, что там в дзёбик себе положат в этот клювик и по головке погладят и скажут: жуй конфету тузик, как бы, и не огорчайся, что там за красивой оберткой оказалась очередная какашка. Да, вот. Да. Поэтому, внутренней вам гармонии, равновесия, чтобы вы спокойно и с трезвой головой встретили 25-й год и его прошли. И Андрей Дмитренко, наш постоянный подписчик, спонсор, гость в том числе, мы ему собирали, его подразделению собирали там на всякие девайсы, пишет: читать, когда в блиндаж стучат мины, очень прогрессивная медитация, проверял, стать взрослыми давно пора, и напоминаем всем, что поддерживаем ЗСУ. Я завтра сбор очередной заброшу, поскольку это как раз гарантия того, что мы можем себе позволить ту субъектность, которая у нас по-прежнему есть. И благодаря тому, что делают эти ребята, мы в том числе можем проговаривать такие какие-то большие планы. Да, не забываем, благодаря кому мы тут сидим. Да. Все, на этом заканчиваем. Спасибо большое Илье Кусе в этом году за то, что он нам много чего интересного рассказывал и объяснял, за то, что сформулировал такую простую максимум в духе стоиков. Марк Аврелий, я думаю, бы подошел бы тут, погладил по голове и сказал: хороший мальчик. Вот. И пишут: огромная просьба добавить сурдоперевод, так как мой слух был потерян в результате чиха Юрия Романенко. Для таких людей у нас есть субтитры. Я практически под каждый эфир подставляю субтитры на 20, там, 15, 10 языках, в зависимости от того, какая тема. Поэтому те, кто любят субтитры, рассказывайте своим иностранным друзьям, что у нас тут есть субтитры на английском там, и прочих, немецком, французском, чешском, там, курдском, если есть тема, как бы сказала Курта, на фарси, короче говоря, все делаем. Вот, все, на этом заканчиваем. Всем хороших праздников, держитесь, пока. Пока.